12 ноября 1995 года. Глубокая ночь. Лайнер МД-83 авиакомпании American Airlines, рейс 1572, заходит на посадку в аэропорту Хартфорд. Пилоты запрашивают у диспетчера давление аэродрома, чтобы настроить свои высотомеры. Теперь экипаж абсолютно уверен, они знают свою высоту. Компьютеры показывают, что самолет летит с безопасным запасом над горным хребтом, который лежит на пути к полосе. Но в этой цепочке была скрытая ошибка. Атмосферное давление менялось так стремительно, что данные устарели за считанные минуты. Высотомеры в кабине показывали, что самолет находится на безопасной высоте, но на самом деле лайнер летел на 70 метров ниже, чем думали пилоты. В полной темноте, ориентируясь на ложные показания приборов, самолет на скорости зацепил верхушки деревьев на вершине горы. Двигатели наглотались веток и начали отказывать. Этому рейсу повезло. Пилотам удалось удержать поврежденную машину в воздухе и жестко посадить ее на полосу. Все 78 человек выжили. Но этот инцидент стал классическим уроком. Ошибка в настройке давления всего на пару миллиметров может стоить жизни экипажу и пассажирам. Как именно атмосфера обманула опытных пилотов? Почему холодный воздух делает самолет ниже, чем он есть на самом деле? И как современные технологии страхуют нас от таких ошибок сегодня? Давайте разбираться. Чтобы понять, как работает высотомер, нужно сначала разобраться в среде, в которой мы находимся. Ничто и никто на Земле не находится в пустоте. Растения, животные, люди, машины – все окружено атмосферой, газовой оболочкой Земли. С точки зрения физики, мы живем на дне огромного газового океана, который удерживается земной гравитацией. Воздух кажется нам пустым и невесомым, но это иллюзия. На самом деле, эта невидимая масса газа имеет огромный вес. Представьте себе столб воздуха сечением в 1 квадратный сантиметр, который начинается от поверхности моря и уходит вертикально вверх до самой границы с космосом. Весь воздух в этом столбе будет весить примерно 1 килограмм. Это и есть то, что мы называем атмосферным давлением. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше воздуха остается над нами, значит и давление тоже будет уменьшаться. Эта зависимость достаточно стабильна, чтобы использовать ее как линейку. В нижних слоях атмосферы давление падает со скоростью примерно 1 мм ртутного столба на каждые 12 метров подъема. Именно на этом принципе и построены все барометрические высотомеры. По сути, высотомер – это просто барометр, который измеряет атмосферное давление и переводит его в метры или футы. Но есть проблема – атмосфера нестабильна. Она постоянно меняется из-за погоды, нагрева и ветров. Чтобы пилоты и инженеры во всем мире могли понимать друг друга, была придумана математическая модель – международная стандартная атмосфера. Это своего рода идеальная погода, эталон, относительно которого калибруются все приборы. Согласно этой модели, давление на уровне моря составляет 760 мм ртутного столба или 1013 гектопаскалей. Температура воздуха составляет плюс 15 градусов Цельсия, а воздух является абсолютно сухим газом. На протяжении десятилетий и на многих самолетах до сих пор основным инструментом остается барометрический высотомер. Внутри корпуса этого прибора спрятано его сердце – блок анероидных коробок. Это стопка плоских герметичных металлических дисков, похожих на пустые консервные банки, из которых откачан почти весь воздух. Работает это просто, как все гениальное. Когда самолет набирает высоту, внешнее давление в корпусе прибора падает. Анероидные коробки, внутри которых вакуум, начинают расширяться, пытаясь раздуться. Когда самолет идет на снижение и воздух вокруг становится плотнее, он сжимает эти коробки обратно. Это микроскопическое движение через сложную систему шестеренок передается на стрелки циферблата. Остается вопрос, откуда в корпусе прибора появится забортное давление. Для этого в самолете предусмотрены приемники статического давления. Они представляют собой металлическую плиту с отверстиями на борту самолета. К этим отверстиям подведены трубопроводы, которые вторым своим концом подходят непосредственно к высотомерам. Но у этой системы есть критический недостаток. Прибор реагирует на изменение давления, но он не знает, почему оно изменилось. Из-за того, что вы набрали высоту, или из-за того, что просто испортилась погода и пришел циклон. Если давление атмосферы упадет само по себе, анероидные коробки расширятся, и прибор покажет, что вы поднялись, хотя вы стоите на земле. Чтобы исправить это, пилоты используют шкалу настройки, так называемое окошко Колсмана.
Вращая кремольеру, пилот вводит текущее давление на уровне моря в данной точке. Этим он как бы сообщает прибору: вот это давление сейчас считается нулем высоты. Между эпохой шестеренок и эпохой микропроцессоров существовало интересное время аналоговых компьютеров. Яркий пример – система воздушных сигналов на легендарном Ту-154. Внутри системы все так же стояли анероидные коробки, которые прогибались от давления, но они уже не крутили стрелки напрямую. К ним были присоединены сердечники индукционных датчиков. Мембрана прогибалась, сердечник сдвигался внутри катушки, и менялось электрическое напряжение. Затем этот электрический сигнал поступал в вычислитель, но там не было процессора и программного кода. Вычисления производились физически, методом суммирования токов и напряжений. Специальные трансформаторы и усилители складывали, умножали и делили электрические сигналы как математические функции. Зачем такие сложности? Чтобы отдать данные автопилоту. Простая механическая коробка может только крутить стрелку, а система Ту-154 выдавала электрические сигналы о высоте и скорости в систему автоматического управления. В современных лайнерах на смену механике пришли цифровые вычислители воздушных параметров. Здесь нет прогибающихся мембран с катушками. В современных модулях воздушных данных используется частотный принцип измерения. Сердце такого датчика – вибрирующий элемент. Это может быть тончайшая кварцевая пластина или кремниевый резонатор. Принцип работы похож на гитарную струну. Если вы натянете струну сильнее, ее звук станет выше. Точно так же, когда внешнее давление воздуха давит на кристалл кварца, частота его вибрации меняется. Компьютер внутри блока работает как частотомер. Он считает количество колебаний за крошечные отрезки времени, около 30 миллисекунд, и переводит это в точное значение давления. Такая конструкция позволяет полностью убрать механические погрешности. Компьютер мгновенно рассчитывает истинную высоту, скорость звука и плотность воздуха, выдавая информацию на дисплее пилотов. В авиации все разговоры о высоте сводятся к 3 буквам. Это так называемые Q-коды. Они пришли к нам из времен телеграфа и азбуки Морзе, но используются до сих пор. Давайте разберем их на простом примере. Представьте, самолет стоит на полосе аэродрома. Аэродром находится на высоте 200 метров над уровнем моря. Что покажет высотомер? Это зависит от того, какой код вы выберете. Истинная высота над землей – это расстояние от ваших колес до травы прямо под вами. Если вы стоите на полосе, ваша истинная высота равна нулю. Барометрический высотомер сам по себе ее показывать не умеет. Это делает только радиовысотомер. QFE – это настройка, которая исторически принята в советской, а затем и в российской авиации. QFE – это давление на уровне порога взлетно-посадочной полосы. Если пилот запрашивает у диспетчера QFE и выставляет его на приборе, то на земле высотомер покажет 0. В полете он будет показывать высоту относительно этого конкретного аэродрома. Плюс очень удобно садиться. Не нужно в уме высчитывать превышение аэродрома. Если стрелка на нуле, значит мы коснулись бетона. Минус. Вы не знаете своей высоты относительно гор и других препятствий вокруг. К тому же ошибка в установке давления на высокогорных аэродромах может исказить значение высоты на сотни метров. QNH – это мировой стандарт, на который переходит и Россия. QNH – это давление, приведенное к уровню моря. Если пилот выставит QNH, то стоя на полосе, высотомер покажет превышение аэродрома. В полете прибор показывает высоту относительно уровня моря. Плюс все карты препятствий составлены относительно моря. Вы легко можете сравнить свою высоту с высотой горы на карте. Минус. При заходе на посадку нужно всегда держать в уме превышение аэродрома. Когда самолет поднимается высоко, пилот ставит стандартное давление. Это и есть QNE. Теперь высотомер показывает не высоту, а эшелон полета. Это нужно, чтобы самолеты в небе не столкнулись. Даже если внизу бушует циклон и давление скачет, у всех бортов на трассе 0 находится в одном и том же, пусть и воображаемом, месте. Давайте закрепим. Вы стоите на горе высотой 100 метров. Ваша истинная высота над землей 0 метров. Вы накрутили QFE. Высотомер покажет 0 метров. Вы накрутили QNH. Высотомер покажет 100 метров. Вы накрутили QNE. Высотомер покажет какую-то ерунду, которая будет зависеть от погоды, но эту же ерунду увидит соседний самолет, и вы безопасно разойдетесь.
Барометрический метод хорош на эшелоне, но он недостаточно точен для наиболее ответственного этапа – посадки. Когда до бетона остаются считанные метры, погрешность даже в пару миллиметров ртутного столба недопустима. Тут на сцену выходит радиовысотомер. Работает это так. Передающая антенна на брюхе самолета непрерывно излучает радиоволну. Но частота этой волны постоянно и плавно изменяется. Пока сигнал летит до Земли и отражается обратно, передатчик уже успевает изменить частоту текущего излучения. Отраженный от Земли сигнал возвращается в приемную антенну. Электроника берет этот отраженный сигнал и накладывает его на тот сигнал, который самолет излучает прямо сейчас. Поскольку отраженный сигнал и текущий имеют разную частоту, возникает разница частот. Компьютер мгновенно замеряет эту разность. Чем она больше, тем дольше сигнал путешествовал до Земли, а значит, тем выше находится самолет. Этот метод гениален. Он позволяет измерять высоту непрерывно, без задержек и с феноменальной точностью, вплоть до полуметра. Именно радиовысотомер диктует автопилоту, когда нужно убрать газ и начать выравнивание перед касанием бетона при автоматической посадке. Как мы сегодня увидели, за привычными цифрами на экранах в кабине пилотов стоит целая эволюция инженерной мысли. От простых пустых коробочек, которые буквально дышат вместе с атмосферой, авиация пришла к микрочипам, спутникам и радарам, способным улавливать малейшие изменения радиоволн. На этом на сегодня все. Вопросы, замечания и предложения в комментарии. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Нам еще есть что обсудить.